Всем привет! Сегодня хочу рассказать, как правильно собрать выкройку для чехла на стульчик. Выкройку я переснимала со своего стульчика и сделаю так, чтобы вам было понятнее собрать. Во многих выкройках есть обозначения, вот такие вот буквы. Буквы обозначают ряд, то есть А у нас первый ряд, Б у нас второй ряд, С у нас третий ряд и так далее. Циферки вот эти обозначают, в каком порядке у нас идут листочки, в каких порядках их соединять. Выкройку вы распечатываете без полей, то есть при распечатке нужно выбрать функцию, чтобы была распечатка на весь лист. Далее, после того, как вы распечатали, вы соединяете в таком порядке. А1, А2, потом идет у нас Б1. Вот здесь вот у меня нарисованы стрелочки внизу листов. Их совмещаем со стрелочками вот эти вот. То есть на одном листе мы совмещаем стрелочки и на другом листе совмещаем стрелочки. Вот таким вот образом. Склеиваем поочередно. Вот, допустим, мы склеили первую часть, вторую. То же самое снизу мы приклеиваем С1, С2 и далее Д1, Д2. На нижней части у меня деталь заднего клапана. Также, когда вы распечатаете и вырежете выкройку, обязательно приложите ее на свой стульчик, потому что, возможно, выкройку нужно откорректировать. Не обязательно она должна подходить под ваш стульчик. Это особенно касается вот этой вот части, такого треугольничка. Возможно, вы захотите сделать подлиннее. Как я еще раз говорю, посмотрите на свой стульчик и дальше уже доработайте. Так как у меня не профессиональная выкройка, я просто решила, что вам она пригодится. И вам легче будет с ней работать. На этом у меня все. Если понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи!